Здравствуйте! Вы на канале Таро Винтаж, а меня зовут Наталья. Сегодня решила сделать расклад на тему, собирается ли он на вас жениться, планирует ли, думает, строит ли на это планы. Для кого подойдет этот расклад? Если вы в отношениях длительных с мужчиной, думаете, расчехлится ли он все-таки на серьезные отношения, либо решили узнать, есть ли шансы с этим мужчиной на семейную жизнь. Либо бывает такой вариант, когда мужчина долго обещает, но жениться не собирается. Обещать не значит жениться. Если да, дверь открыта. Если нет, дверь закрыта. У нас сегодня будет 5 позиций, 5 ретро-ручечек. Все-таки официальное отношение, роспись. Первый вариант. Буквально решила с каждой колоды по одной карте. Почему-то мне захотелось оракул. 1, 2, 3, 4 и 5. И классическая колода. 1, 2, 3, 4 и 5. 1, 2, 3, 4 и 5 вариант. Вот так вот под каждую положим по одной ручечке. Выбирайте ваш вариант. Ваша интуиция работает первые несколько секунд. Выбирайте вариант, которому вас тянет больше всего. Если тянет к 2, смотрите 2. Если не тянет ни к одному, сегодня нет вашей позиции. Расклад будет актуален в то время, в которое вы его смотрите, и может проигрываться как личный. Если тема Таро вам интересна, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Тайп-код с вашим вариантом смотрите в описании. А мы начинаем. Кто выбрал вот такую ручку? Перьевую, металлическую. Первый вариант. Как тут ваш соколик? Угу. Очень осторожно у вас тут соколик, понимаете? Вот очень осторожный. То есть у него другие варианты, кроме вас. То есть рассматривает. Либо у него была ситуация, что он уже был женат, либо есть несколько вариантов. Либо он понимает вероятность своей выгоды. То есть, а верный ли этот выбор? А что я получу в этих отношениях? А действительно для меня это важно. Может, мне вообще не стоит туда двигаться. Может, неплохо и так. Все устраивает. И тут идет история, что уже у него были какие-то отношения, которые имели не очень приятные последствия. То есть, может, тут у кого-то уже был брак, и там жена успела часть имущества отжать. Либо он встречался с какой-то женщиной, девушкой, почти дело дошло до брака. Тут он узнал, что она ему не верна, и как вариант мести, как бы злости. То есть тут какой-то момент, что мужчина здесь эти варианты просчитывает. По первому варианту нет ответа ни да, ни нет. То есть тут он выберет лучшие для себя возможности. Надавить на этого мужчину будет достаточно тяжело. То есть тут вы можете только этого мужчину убедить в том, что вы для него лучший вариант. Но возможности по этой позиции есть, потому что все-таки думает, все-таки выбирает, подбирает ключики, так и вы к нему можете подобрать лучший ключ. Такова была сегодня первая позиция. Второй вариант. Кто выбрал вот такую черную с золотым ручку? Как тут ваш соколик? Определился ли с выбором? Угу.
А тут вот-вот, тут кто-то ждет. А давайте посмотрим. Да или нет? Да. По этой позиции вы выбрали человека, который понимает, что в его жизни есть такие возможности. То есть есть вероятность заключения брака. Он рад, что выбрал подходящую женщину. Но тут стоит подождать. То есть либо подали заявление и ждете, что вот-вот. Либо тут мужчина мог уехать, например, поеду заработаю, вернусь, и мы сыграем свадьбу. Вот так вот. То есть тут есть какие-то обстоятельства. То есть уже скоро, но чтобы этого добиться, нужно что-то еще сделать. Может, кому-то нужно сделать ремонт для переезда в новое место жительства. Есть какие-то неулаженные возможности. То есть тут, да, тут можно, но тут нужно подождать. Несмотря на то, что здесь дверь закрыта, тут есть все возможности. Дополнительно спрашивала. Еще разок. Да, вот арочка. То есть тут идут какие-то обстоятельства, которые нужно решить. Есть все шансы, чтобы этому мужчине стать королем пентаклей. Но нужно что-то сделать. То есть по этой позиции вероятность есть, но чтобы мужчина вступил в брак, либо предложил вам этот брак, нужно преодолеть обстоятельства. Такова была сегодня вторая позиция. Третья позиция. Тоже ручка, черный, золото и немножко серебра. Давайте посмотрим, что по вашей. Так, еще чуть-чуть. Да. Нет. Нет. По третьей позиции пока что нет. Тут мужчина, который будет вам отличным постельным другом. То есть очень красиво заливает, шикарно выглядит. Там, себя любит. То есть, понимаете, вот как друг на вечер он великолепный. А вот как семьянин он пока что, девочки, к сожалению, не созрел. Он тут и король жезлов, он тут и король кубков. Он может вам очень здорово заливать, что вот если появится женщина, которая мне подходит, как жезловая королева, такая же страстная, такая же самодостаточная, харизматичная, вот тогда я женюсь. Не верьте, девочки, тут мужчина только как сексуальный партнер. Несмотря на то, что тут он уже король, все-таки в отношения он пока не спешит вступать. Вот понимаете, открываю. То есть он уже вроде большой, но дверка такая маленькая. Либо тут уже прошло времени, и король уже, там, я не знаю, ему 40 там, и больше. И он думает, а зачем вообще жениться, и так все прекрасно. То есть какие-то такие вот несоразмерные обстоятельства. Либо он вообще не готов к такому роду отношениям. То есть зачем? И так все устраивает, и так все хорошо. Вот я лучше буду общаться, я буду встречаться, но ни в коем случае не женюсь. Такова была сегодня третья позиция. Четвертая позиция. Кто выбрал ручку на 2 стержня? Ох, тут интересно. О, тут можно, понимаете, есть шансы выйти, девочки, замуж. То есть есть шансы с этим человеком вступить в серьезные отношения. Надо будет потратить много сил, много энергии, много эмоций. Но стоит ли за него выходить? Понимаете, тут такой мужчина, он тут может конкретно деградировать. То есть с ним вы изменитесь до вида рабочей лошади от обычной женщины. То есть, понимаете, тут он может либо принимать горячительные напитки, либо быть очень жадным. То есть он не будет вас складываться как женщину. Да, вы можете стать его женой, вы можете стать его сожительницей, но он будет скуп. То есть скуп и эмоционально, скуп, возможно, и
финансово, то есть не будет вкладываться, не будет нести те обязанности мужа, которые вы ждете. То есть вы ждете, что мужчина возьмет на себя ответственность, что с ним можно создать крепкую семью. Нет, девочки, с этим мужчиной создать ничего нельзя, с ним можно только деградировать. Причем можно долго вкладываться, можно долго... Хотите, можете добиться, но на это надо будет длительное время. То есть надо будет и себя переделать, 10 раз прогнуться, 10 раз трансформироваться, вложить много сил, много времени вложить. Но будете ли вы довольны этим результатом? То есть тут по этой позиции мужчина может вам говорить, что вот это не я такой, вот это ты для меня недостаточно хороша. Вот понимаете, мужчина, который ничего не может предложить женщине, всегда говорит, что это она слишком много хочет. Такой был сегодня 4-й вариант. Думаете, нужен ли вам этот жмотусила? По-другому не скажешь. 5-й вариант. Кто выбрал вот такую металлическую ручку с часами? Ох, бегут часы, движет время, убегает. Ого. Угу. А тут? Вы можете вступить в серьезные отношения с этим человеком. То есть мужчина может вам показаться вот тут по этой позиции прекрасным принцем. То есть вы можете от других людей слышать, какой он замечательный, какой он привлекательный. Либо сам мужчина может рассказывать вам, какой он молодец. То есть, понимаете, тут идет игра на публику. Он вышел, и все ему рукоплещут. Все восхищены им, то есть его проявлением, то, как он говорит, то, как он делает. То есть тут мужчина может очень много красиво разговаривать, что-то обещать. Но по картам другим это для вас станет иллюзией, это для вас будет клеткой. То есть тут вместо того, чтобы получить надежного партнера, замечательного мужа, вы получите клетку в отношениях. Тут еще проходит такая информация, для кого-то она проиграется в большей либо меньшей степени. Тут мужчина может оказаться альфонсом, буквально брачным аферистом. То есть может наобещать красиво: давай, дорогая, вступим в отношения, потом давай, дорогая, я у тебя поживу, давай возьмем кредит на что-то, а потом, например, пропасть, понимаете? То есть тут мужчина выдает себя не за того, кем является. И тут сразу вот не по одной позиции, а именно по вашей позиции идет совет. Выбор, дорогая, делай головой. Мечи – это ментал, то есть хорошо проверяйте информацию, хорошо оценивайте. Иначе вы останетесь ни с чем. Вот просто произойдет ваше разрушение, вы будете одиноки. Возможно, у кого-то уже была такая ситуация. То есть вы слишком доверчивы в отношениях. Вы уже не раз попадали на каких-то манипуляторов, на каких-то абьюзеров, альфонсов. То есть тут стоит на это обратить внимание. Вы увидели принца в человеке, который им не является. Тут идет игра на публику, девочки. Хотите, можете вы выйти замуж, но жизнь ваша будет весьма сложна, как птичка в клетке. Тут иллюзии, тут идут обманы. Такова была сегодня, к сожалению, 5-я позиция. На этом Таро Винтаж прощается с вами. На канале есть и другие видео, в которых вы найдете ответы на волнующие вас вопросы. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, предлагайте темы новых раскладов. До свидания.